Привет, мои дорогие, уже со своим микрофоном. Те, кто со мной давно, знают его. И обязательно subscribe, дорогие мои. Этот микрофон хорош тем, что мне не надо кричать, потому что в ту петличку надо достаточно громко говорить. Поехали. Достаточно и такие, как сказать, с перспективой новости, которые там строятся. Ну, Трампа этого как-то не касается. Он все-таки марширует туда, в сторону Китая, на самом деле, через Венесуэлу. И сегодня там скандал у Китая с Японией был. Ну, я вам тоже об этом прочитаю. Так что Трамп там. И поэтому он не замечает то, что... И мне кажется, знаете, что вот старый рыжий дед сидит возле телевизора, ему специально просто подбирают программы, на которых нет вот той шумихи, которая вот сейчас происходит с Миничем. Ну, об этом тоже поговорим. Там уже Столтенберг уже за Украину выступает и так далее. Поехали по заголовку. 120 тысяч кабов до конца 2025 года. Дорогие мои, я вам скажу, что у них же там выжить до 1 мая. Выжить. И тогда они победили, понимаете? Вот выжить. Там, ну, мне кажется, не выжить, а выжать. Выжать из украинцев максимально до 1 мая 2026 года. Окей, поехали немного по фронту, потому что основную массу по фронту я вам прочитал сегодня днем, поэтому здесь оставил, ну, как бы немного, дорогие мои. Поехали, северское направление. Ситуация становится максимально неприятной. Село Дроновка уже полностью перешло под контроль. Они называют врага, я называю Россией, и это стало для них стартовой площадкой. Противник без пауз начал давить по северному флангу Северска, нащупывая слабые места и разворачивая наступление так, чтобы выйти к городу сразу же с 3 направлений. Это ощутимо меняет геометрию всей линии обороны. Под угрозой теперь может оказаться и Платоновка. Русские работают так, ну, не люблю, когда называют так, но там много национальностей воюют, чтобы отрезать этот населенный пункт, лишив нас промежуточного прикрытия. Если, ну, опять же, это же украинский милитари. Если им удастся ее изолировать, они сразу подтянутся в сторону Закитного. Или Закитного, дорогие, простите, если неправильно ударение ставлю, формируя себе коридор для более глубокого давления. Есть все признаки, что в ближайшее время противник подтянет или уже подтянул дополнительные подразделения БПЛА, чтобы контролировать передвижение в тылу и подсвечивать наши логистические маршруты на юго-запад от Северска. Если логистика окажется под их постоянным наблюдением и огневым воздействием, город начнет медленно сворачиваться, потому что держаться без стабильного повода будет труднее. Я сегодня читал статью, что ГУР направил все свои силы вместе с СБУ, чтобы находить людей, которые работают в Рубиконе, да, и ликвидировать их. Ну, имеется в виду руководство, да, и тех, кого многое зависит, потому что Рубикон поубивал очень многих операторов дронов украинских. То есть у них есть системы, где они обнаруживают, пофиг, что это там полезки, ну, я имею в виду по оптике или такие, их обнаруживают, где-то высвечивают и ликвидируют. И вот основная задача сейчас, да, у ГУР и у всех остальных, они для себя такую поставили, или там на нараде с НБУ они им поставили задачу ликвидировать полностью всех рубиконовцев, кого только можно. Ну, как вы знаете, что после гибели там одного из военных деятелей России, Россия укрепила, можно сказать, те места, где были слабые. То есть уже копаются даже в руководствах каких-то направлений, в том числе и Рубикона, что крот может сидеть непосредственно в руководстве, дорогие мои. Так что не сидят на месте. Также я, ну, как бы не обладаю информацией, а вот мне люди говорят, что уже больше людей нормальных, адекватных проходят фильтрацию в Домодедово. Чтобы, да не, в Шереметьево, в Домодедово там не проходит фильтрацию, я перепутал. Именно в Шереметьево уже больше людей проходит фильтрацию. По-моему, говорят 60 или 80 на 20. То есть проходят.
положительном варианте. То есть убрали тех, которые никого не пускали, а пускали только каких-то отпетых уродов, и поменяли их на тех, которые могут разобрать, какой украинец действительно там устал от того, что происходит, и действительно хочет жить нормально. Потому что, понимаете, не пускать людей, у которых родственники в России живут, это бред на самом деле. Опять же, а пускать каких-то, которые с первого дня войны спонсировали ВСУ, да, и до сих пор там могут передавать данные, это нормально было. Так что так, дорогие мои, поехали дальше. Аристополь. Российские военные взяли Аристополь и зашли в Новопавловку. Новопавловка больше укрепленное село, в стороне от основного участка наступления. По сути, такой неприятный выступ на фронте, который долго держали ВСУ. Хотя попыток противника накатов через соседнюю филию было много, но ВСУ удавалось контратаковать штурмовыми полками и отбрасывать россиян. Сегодня российской армии удалось под туманом прорваться в Новопавловку и сбросить там пехоту. А вот Аристополь был потерян ВСУ полноценно. И это гораздо более важное село. Рядом с ним есть еще одно село Великомихайловка. Они с Покровским, не Покровском, а Покровским, являются двумя узлами обороны ВСУ на реке Волчье. А Аристополь лишь юридически обособленная заречная часть Великомихайловки. Посмотрим, как будет это, опять же, аналитики этого паблика украинского заявляют, что посмотрим, как будут развиваться события дальше. Но если такими темпами, как сейчас, россиянам удалось зайти в саму Великомихайловку, и пусть даже не захватив ее, но создать устойчивый плацдарм за рекой, это будет значительным усилением позиций на будущее, так как, по сути, этот прорыв линии обороны ВСУ на участке Покровская, Великомихайловка, Искра, точнее, Гавриловка, Новопавловка, в которую зашли удачная Покровск, длина которой более 70 километров, и которую пока преодолеть, несмотря на попытки, не удавалось. Уже удалось, дорогие мои. Так, показываю вам Столтенберга, который рассказывает о том, что все-таки Зеленскому надо помочь. Сейчас я покажу оригинал, а потом переведу. Поехали. I know also that President Zelensky really works hard to fight corruption, and we should support him in those efforts. But the right response is not to reduce support to Ukraine. The right response is to continue to provide substantial economic and military support to Ukraine, and then help him in fighting corruption, because it's urgent and it's important for us that Ukraine succeeds in stopping the Russian aggression. Кто понимает на английском, тот поймет. Я знаю, что президент Зеленский действительно активно борется с коррупцией, господи, и мы должны поддерживать его в этих усилиях. Но правильный ответ – не сокращать поддержку Украины, правильный ответ – продолжать оказывать существенную экономическую и военную помощь Украине, а затем помогать ей в борьбе с коррупцией, потому что это срочно и важно для нас, чтобы Украина смогла остановить российскую агрессию. А как видите, кто руководит всем парадом и коррупцию, видите, они уже начинают... Вот откуда идет нарратив, что вначале давайте победим Россию, а потом будем заниматься коррупцией. Я сегодня также смотрел интервью одного военного, который уже там без ног, без рук что-то рассказывает там, по поводу того, что вот коррупция, 5 человек убивает Россия, 5 человек убивает коррупция. И он с таким удивлением, с таким этим говорит об этом. А я помню, знаете, когда я говорил про коррупцию, они на меня траванули этого конченого, который сейчас 1,5 метра под землей. Со всеми СБУшниками, потому что там все СБУшники. Всех, кого вы видели на видео, которые нападали на меня, это все, включая эту бабу зубатую, лошадь эту. Это все работники СБУ, у них всех есть корочки. Работники СБУ, это чтобы вы понимали. Они там якобы там уличный фронт, Евромайдан, Автомайдан, всякая там херня, но у каждого из них есть корочка, что работает СБУ, чтобы вы понимали. Есть у нас там люди, которые вот просто распознали и сразу же сказали, вот этот, и вот это. Все они сотрудники СБУ. И вот когда я рассказывал про коррупцию, они мне пытались рот закрыть. Так что так, дорогие мои. А тут вот, они также говорили этот нарратив, который Столтенберг говорит, что вначале нужно победить Россию, а потом будем разбираться с коррупцией. Это говорит о том, что никто не будет разбираться с коррупцией,
И о том, что я не знаю, для чего там НАБУ, наверное, потом мы узнаем, для чего это был финт конем. Еще интересный факт, что САП и НАБУ перед обысками проводили нараду, когда запланировать, потому что они не то что переживали, они знали, что потом СБУ придет к ним арестовывать их непосредственно руководство и САП, и руководство НАБУ. Так что тут такие, знаете, перекрестия. И опять же хочу же сказать всем, что действительно не стоит обращать на это внимание. Это просто раздутое, знаете, из ничего специально. В Украине коррупция всегда светилась. И со Свинарчуком, да, Гладковским, и со многими, да, там, и до них, и так далее. Я имею в виду до Зеленских. И много, постоянно. Но тут ей ослепляют полностью все, этой коррупции. Потому что кому-то интересно на этом зацепить. И сейчас там вот эта активистка, которая где-то появляется как-то в каких-то интересных кругах, и у нее доступы есть интересные, да, то есть она может и в Штаты туда зайти где-то чуть ли не в Белый дом, и с кем-то там говорит, то тоже, знаете, вот есть люди, которых кто-то проталкивает очень сильно. И вот это вот Барабаш, по-моему, ее тоже кто-то толкает очень хорошо. Ну, Петр Алексеевич ее толкает очень хорошо. И вот Петру Алексеевичу, вот я вам подсвечиваю, да, очень выгодно толкать от кормушки, да, зеленых свиней и подвигать туда свои, шоколадное очко туда свое подвигать. Поехали. Шахтинское направление. На этом участке фронта ситуация резко обостряется. Противник сумел серьезно прорвать оборону в районе Владимировки. Настолько, что населенный пункт пришлось перевести в полноценную красную зону. Теоретически там еще могут оставаться отдельные наши силы, которые не успели отойти, но по факту населенный пункт уже находится под контролем врага. Это имеется в виду Россия. Это видно и по темпу его продвижения, и по изменению характера боев вокруг. Далее давление идет прямо на Шахово. Бои за село уже переходят в фазу жесткой перемолвки. Враг бьет кабами, имеется в виду Россия, по окраинам, и самому селу непрерывно летают FPV, пытаясь расчистить себе путь. Наши в ответ работают не менее жестко. На кадрах визуального контроля видно, как в северо-восточную часть населенного пункта КНУР получают по зубам от бойцов 2-го ДШБ, которые уверенно держат свой сектор. Ну, как-то же надо антикриз какой-то держать. В результате этот участок снова входит в фазу активного огня. Едва удается стабилизировать один выступ, как сразу же появляется новое направление давления. Враг пытается не давать нам ни пауз, ни возможности плотно закрепиться. Ситуация динамичная и очень горячая. Враг имеется в виду Россия. Ну, опять же, из песни слов не вырвешь, дорогие мои, поэтому озвучиваю как и есть. Поехали. Министерство энергетики США, точнее министр энергетики Крис Райт, глава Национальной администрации по ядерной безопасности Брэндон Уиллис, а также представители Национальной лаборатории планируют провести переговоры с Белым домом и Советом нацбезопасности, сообщает CNN со ссылкой на источники. Короче, чтобы я вам не читал всю эту трихомой, Трамп на полных щах, на серьезных щах будет проводить ядерные испытания. Они ему говорят, не надо это делать, потому что уже плохо. И так поназрывали столько бомб, что уже планета нагрелась до офигевания. И не надо это показывать. А Трамп их игнорит и продолжает дальше говорить, что будем. Не могу про этого деда молчать. Залетело к нам чудовище на крыльях мира, как и зеленое чудовище. Один в один. Тот шоумен, тот актер, тот на рояле, это хер знает где, на поле для гольфа. И оба просто, я не знаю во что, реально должны инопланетяне прилететь, ликвидировать одного и второго, и все. И планета выдохнет. Просто. И дипломатия, еще Сороса надо чпокнуть. Вот и все. И дипломатия вернется. И всех соросят сразу же в тюрьму пересажать надо. Окей, зеленая гнида уже и до Словакии добрался, он уже провокаторов своих туда допустил. Сейчас я вам включу, это Фица выгоняет где-то он там в университете каком-то был, рассказывал что-то, и вот эти вот провокаторы, которые там собрались, начали говорить, типа, поддержку Украины, потому что Фица начал говорить о том, что 140 миллиардов выделяют для продолжения войны, а эти начали там чем-то звенеть, греметь, и он сказал, пошли вон отсюда. Они еще оделись в черное, как Зеленский.
во все черное. И с флагом, все как по классике, там мотыляют, это в Словакии. То есть он их выгнал, сказал, идите воюйте. Не здесь вот машите флагами, а идите воюйте. Смотрим. Gdzie takich minął, świetny futrzak. Taka strasznie stwierdzi, tak ogólnie. Chodź, to będzie nie ma sobie. Ja wam nie mówię. Ja nie mówię, ani chętnie, ani będzie. Ja sobie to jeszcze raz. Ну, вы все поняли. Гнида везде их запускает, своих этих пробитых, промытых кастрюль, уже и там их нашел. Ну, шатает мразь сарасиная, петушиная. Окей, поехали. Сегодня, точнее в пятницу, МИД Китая вызвал посла в Японии в Пекине, чтобы заявить о недопустимости высказываний о Тайване. Премьер-министр Японии Санаа Такаити. Министерство обороны Китая заявило, что если Япония решится на силовые вмешательства в ситуацию вокруг Тайваня, ее ждет сокрушительное поражение. Недавнее заявление японского премьера, это BBC пишет, свидетельствует о том, что Токио отходит от привычной неопределенности в вопросе статуса Тайваня. Видно, Дони позвонил. Видите, вот он все организует вокруг Китая. Венесуэлу отбирает, да, там побили по Ирану, теперь Японию он там начинает, Россию кошмарит. Все полностью вокруг Китая. Так что такие дела, дорогие мои. Поехали. Россия до конца года намерена сделать до 120 тысяч кабов, в том числе 500 новых, более дальнобойных, пишет Рейтер со ссылкой на представителя украинского ГУР Скибицкого. Скибицкий сообщил, что российские войска ежедневно запускают от 200 до 250 планирующих авиабомб. В прошлом месяце, по данным Министерства обороны Украины, среднеустойчивый показатель составлял всего лишь 170. Сбить их можно, но количество этих авиабомб, производимых Российской Федерацией, огромно, добавил Скибицкий, дорогие мои. Поехали дальше. У нас тоже есть интересные новости. Россия планирует, это опять же ГУР заявляет, завести 12 тысяч рабочих из КНДР в ОЭЗ Алабуга в Татарстане для расширения производства дронов камикадзе «Герань», утверждает ГУР Украины. Прекрасно, отлично. Надо еще больше. Потому что мне кажется, что мир через силу, это должен говорить Путин, на самом деле, чем кто-то другой. Ну и вот антикриз, да, который делает Украина. Это дрон от ГУР, который пытается на вот этой шахте номер 1 сбить флаг. Вот на что они способны. Ура! Победа! Все, кастрюли выдохнули. Флаг они сбили дроном. Прекрасно. Отработали по антикризу. Окей. До того, как я записывал, там пока ознакомливался с новостями, били по Киеву очень сильно. Вокруг Киева практически поражены объекты энергетики ТЭЦ 4, 5 и 6. В Киеве проблемы с электричеством, водой и теплом. Дорогие мои, это все ответочки идут за Новосибирск. Окей, сейчас еще одну статью читаю. И на этом новости мы уже заканчиваем. Специальная военная операция на Украине стала масштабным полигоном для испытаний современных видов оружия. Передача Киеву большого количества западной техники позволила российским специалистам детально изучить тактико-технические характеристики и выявить уязвимые места вооружений стран НАТО. Боевые действия продемонстрировали, что даже передовые образцы западного производства имеют серьезные недостатки в условиях реальной интенсивных боев. Ну, то, о чем я вам и говорил, что Россия обретает огромный опыт, драгоценный военный опыт, когда воюет против 52 стран. Поэтому, я думаю, Азербайджану надо задуматься. Ну, понятно, что они там думают, что Турция подтянется. Ну, короче, провокация с разных сторон. Потери украинской армии, я думаю, там уже будет не до провокации. Я думаю, там будет лупить, именно жестко лупить тактикой. Вот, потому что, ну, украинец это все-таки славянский брат. А кто там нам турки? Ну, реально. Которые постоянно подставляют. И Византию они взяли, да, вместе с европейцами. Европейцы траванули.
Потери украинской армии в живой силе и технике остаются крайне высокими. Согласно оценкам, только за последний год вооруженные силы Украины потеряли свыше 340 тысяч военнослужащих. Общие же потери с начала конфликта, по некоторым данным, могут достигать 1,7 миллиона человек убитыми и пропавшими без вести. Такие цифры ставят под сомнение способность ВСУ продолжительное время противостоять российской армии без постоянно масштабной поддержки извне. Сегодня медиазона вместе с BBC где-то нашло 134 тысячи фамилий убитых российских военных, которые они там кому-то распространяют. Господи, это реально антикриз. Это они хотят, знаете, сделать, чтобы не была мобилизация в России. Ну, типа такая, как она идет сейчас. Хотя надо мозг включить дебилам, потому что вот эти дебилы с медиазоны вместе с BBC вообще дупля не отбивают, что происходит на самом деле. Я вот вам, дебилам, я знаю, вы смотрите, там кто-то из BBC смотрит точно по-любому. Хочу объяснить одну вещь, почему украинцы не хотят воевать. Не потому что российское ИПСО работает. Российское ИПСО вообще не работает. Ну, это чтобы вы, дебилы, понимали, это у вас там темники и нарративы такие, что если что-то не так, если ты даже покакал чуть-чуть светлее, чем обычно, то это российское ИПСО подействовало на тебя через твой тупорылый мозг, я не знаю, пропитый, промоченный, чем угодно, пронюханный, провоненный, без разницы. Коррупция, дебилы, коррупция. Коррупция убивает весь дух. И людей также. Коррупция с первых дней войны. Коррупция разворовывала всю гуманитарную помощь, которая шла украинцам, которая вот здесь вот испанцы мне говорят, мы отправляли гуманитарку, я говорю, она не доходила. Ее потом продавали в гипермаркетах, в официальных. Герега, да, и другие там всякие личности, АТБ, Сельпо и всякие другие. Ее продавали, реально продавали украинцам. Деньги, которые вы отправляете, вот, пожалуйста, кейс Миндича. Разворовывается. И все остальное. Что думаете, украинцы тупые и не смотрят на это? Второе. Деньги за погибших никому не дали. Парочки там людей дали и все. А больше никому не дают. И находят всякие схемы, чтобы не давать. Потому что Европа их об этом просит. Вы что, не слышали, что говорил Мерц? Мерц сказал Зеленскому по телефону, не надо нам здесь никого. Не надо сюда никого отправлять. Держи их там и отправляй их на войну. Все этих мужиков. А этих мы тебе вернем обратно. И США тоже там сидит Стефанишина, которая будет их обратно возвращать. В Украину. А вот эти ребята, которые там и в США, и в Украине, не в Украине, а в Германии, сбежали от Украины, чтобы не попасть туда в армию, понимаете? Потому что кто будет следить за его мамой, за его отцом, как я говорил, за его детьми? Никто. Если кто не знает, то никто не любит своих детей, как их родителей, больше их, понимаете? Не может какой-то чужой там папа, дядя или кто-то еще любить ребенка, у которого есть реальный отец, больше, чем этот реальный отец. Ну, правда, есть там единичные случаи дебилов, мы их сюда не будем. Я беру массовые случаи, да, когда отец действительно любит своего ребенка и готов для него сделать все. Так вот, когда отец идет на фронт, он ожидает, что государство, вот я иду защищать государство, а государство будет в ответ защищать мою семью, когда его не станет. А государство им просто делает отписки и шлет их нахер, как это делало все 30 лет. И вот вам, дебилам из BBC, хочу сказать, что сторона, которая вот воюет против украинцев, российская, выплачивает всем все. И то, что вы будете вот эти вот списки показывать убитых, это не демотивирует людей, потому что человек знает, что он отдаст свою жизнь за государство, которое обеспечит впоследствии его семью, чего не делает украинская сторона, хотя денег им дают много. Они их воруют через всякие схемы. Денег им Европа, Америка, кто угодно давали много и дают много. И там бы хватило на каждого из погибших. Но они этого не делают. И вы думаете, что вот этими вот показателями, с этой тупорылой медиазоной, вы и BBC, вот этой, которая там бабки зажала, не могут Трампу отдать их, за то, что они там фейки про него фигачили. Уволили 2, но только бабки не давать. И вы думаете, что вы подобьете мобилизацию в России? Так как типа Россия подбила в Украине? Россия вообще никак здесь не влияла. Никак. Вот и все.
просто реально обманули кучу людей. Люди думали, что действительно Россия пришла свободу забирать. А бэкграунд этого не знают, что эти чмыри пытаются... Вот смотрите, интересный тоже вам кейс расскажу. Сегодня же читал вам, да? 4000 томагавков есть в Америке. 100-200 они хотят дать Украине. Но они придумали новую схему. И новая схема гласит, что эти томагавки будут лежать в Украине на случай, если Россия захочет напасть. Понимаете, да? На случай, если Россия захочет напасть, она будет знать, что у них есть 200 томагавков. Значит, СВО началось, чтобы Украина не получила ни одного томагавка, понимаете? То есть, везде, где есть НАТО, там есть томагавки, они туда посылают их. Всегда. То есть это противоракетное, да, они не то, что оно там ловит, как ПВО, да, ПРО, а это бьет там по шахтам или по тем точкам, или по местам принятия решений и так далее. То есть они ближе, как максимально подтягивают, там, берут страну, да, заводят ее в НАТО и ставят там и ПВО, там патриоты свои, да, чтобы они там, и, как они говорят, еще на старте ликвидация идет. То есть еще не запустили, уже туда прилетел томагавк. И теперь давайте разберем интересный кейс. То есть Россия специально делает СВО, чтобы Украину демилитаризировать, но поведется на вот этот движ, что типа им дадут 100-200 томагавков на случай, если Россия второй раз захочет напасть. А вы не думали, что они сами сделают превентивного нападения? То есть у нас у Голландии 195 они закупили в апреле. У нас у Дании около 200 томагавков. И Украине хотят дать. То есть получается они возьмут и с западной стороны, и с северной стороны. Еще и Финляндия получит. Но они уже так, мне кажется, получили. А тех же шведов, норвежцев, да, чтобы туда по глуби бить этими же томагавками. Как раз, как говорится, превентивный удар сделать. Потому что, вы знаете, когда начинается ядерная война, никто не ждет, когда ударит кто-то первым. Все запускают первым. Превентивно. Все, просто, абсолютно все. Это и все. Никто ничего не ждет. А потом сбивают то, что там летит к ним. Так вот, как раз для этого и создается это все. То есть, если не развешивать уши, а все слушать внимательно, то Лукашенко недавно рассказал свою историю, как он общался с Путиным, и Путин ему сказал, что они все свои, как говорится, ротки на чужие лапки пооткрывали, да? То есть, на те ресурсы, которые есть в России. Вот сейчас вот будет там сибиризация называется, да, это для поиска там редкоземельных металлов и так далее, да, и Украина начинает рассказывать там какие-то вбросы. Я проведу вам про эту сибиризацию отдельно. Это такое нужно немножечко прогреть, да, и показать. И вот Украина, они там начинают тоже там что-то уже пытаться помешать с этой сибиризацией. Вот. Так вот, сибиризация – это то, где есть те ценные там залежи, да, в недрах, которые нужны европейцам. Ну, и не только европейцам. И штатам, и французам, потому что Россия забирает себе там арктический шельф, да, большой, где там куча газа и все остальное. И там очень удобно работать, потому что он сжиживается там при меньших затратах. Ну, этот газ. Его не надо там транспортировать через трубы, потому что там очень холодно, и он там быстро сжиживается. И у Макрона давно есть аппетит на это. Он там как бы дружит с Россией, но в любом случае. У них большой кусок у России, где они будут это копать. И вот как раз Лукашенко рассказывал ту историю, как они общались с Путиным, и Путин ему рассказал о том, что вот они там свои ротки на чужие лапки пооткрывали. Так вот и есть это, да? Вот заметьте, за фокусом. Начали войну с Украиной, плюс 2 страны в НАТО. Те, которые на нейтралке были, да, у нас там Финляндия, это вообще тупо под боком, там 1000 километров граница. И Швеция. Они на нейтралке были. А теперь и у Финляндии будут томагавки, и у Швеции. И они всячески пытаются, как червь жопный, да, мой очковый червь пытается затащить Украину всячески. Окей, мы сделаем мир, но мы им дадим томагавки. Для чего они им дадут томагавки? Для того, чтобы потом превентивно напасть первыми, понимаете? Вот что происходит на самом деле. Так что, ну как бы надо немножечко трезвенько на эти, и объективненько смотреть на эти вещи. Потому что Европа через
Так дело даже не в Европе. Глобалисты вместе с тем же Соросом, с теми же американцами, да, там, Демпартией этой и там консерватами этими сраными, они все пытаются там на этих всяких гаслах, вот той, на которых и обманули украинцев, протащить свой интерес, и все. Зачем нам идти воевать? Мер же не говорит, что я вам туда немецких отправлю. Говорит, я вам ваших же отправлю туда. Зачем им идти воевать? Им проще давать денег, которые они знают, что воруют, но те, которые воруют эти деньги, хорошо исполняют свои обязанности. Ловят собак на улице. Так что так. Окей, на фронте отмечаются многочисленные проблемы в работе западной техники. Украинские военные сообщают о ненадежности средств радиоэлектронной борьбы, поставляемых странами НАТО, которые зачастую не справляются с поставленными задачами. Отдельные командиры ВСУ отмечают, что через их подразделение за несколько месяцев прошли тысячи человек, из которых в строю оставалось лишь четверть. Опыт боевых действий наглядно показал, что даже масштабная военно-техническая помощь Запада не смогла кардинально изменить ход конфликта. Выявленные недостатки в работе некоторых образцов техники НАТО в реальных боевых условиях в совокупности с колоссальными человеческими потерями ВСУ заставляют усомниться в эффективности помощи стран Североатлантического альянса и их готовности к серьезным военным испытаниям. Так что, дорогие мои, вот так. Я пока ничего больше добавить не могу. Я просто за всем этим наблюдаю и смотрю, в какую сторону кто бежит. Но основная цель уже очерчена, понимаете? Разорвать Россию на части. И вот зеленая получила эту задачу. Зеленая – это ничтожество, на самом деле. Это фасад всех остальных, включая там того же Кучму. Это фасад тех же Соросов, неоконсерватов, там молодого Сороса имеется в виду, да, там. Старый там уже, не знаю, разум потерял. Вот. Трамп на него что-то давил, и куда-то пропал, слез. Наверное, денег дали ему, там 2 биткоина ему дали, и он отвалил от них, и все. Трампа вот эта вот любовь к деньгам как раз и крутит его туда-сюда. Но цели уже давно очерчены. Очень давно. Потому что Россия – это страна с огромными ресурсами. И вот тот мальчик, который идет и мобилизируется сам, не убегает, да, там от ТЦК, ну, не ТЦК, от военкоматов, он идет защитить Россию, чтобы ее не разорвали на части. А украинцы, они живут, ну, я же сам там жил, дорогие мои, в течение 30 лет и видят, какая коррупция на всех уровнях процветает. А какие переобувания, понимаете? Вот я вам еще одну расскажу одну интересную вещь. Я же читаю комментарии, конченые заходят, они там пишут всякое. И вот пишет, что вы его слушаете, он одно и то же говорит. Вот именно у него такой посыл, да, одно и то же говорит. Окей? Я хочу просто сказать одну вещь. Я не Арестович. И не там, Гончаренко. Или еще какие-то разные личности, которые в полете переобуваются. Я буду говорить всегда одно и то же. А что мне говорить? Я что здесь сижу? Для чего? Для того, чтобы собирать себе популярность, и поэтому мне нужно менять какие-то формации или что? Или информацию мне менять надо? И говорить не одно и то же. Я буду говорить постоянно одно и то же. Потому что к нам приходят новые подписчики, которые не в курсе чего-то. И они должны быть ознакомлены. Я не переобуваюсь, я не Арестович, чтобы говорить все время по-разному петь. То он за Россию, то он отдаст им Крым, то еще что-то отдаст. То они плохие, то они и так далее. И постоянно там меняются и темы, и все остальное. Я не Арестович, еще раз говорю. И буду говорить постоянно одно и то же. За наше славянское братство и за то, что вот эти вот пытаются нас обмануть и нашей кровью. Ну уж посмотрите, украинской кровью пытаются ослабить Россию для того, чтобы забрать ее ресурсы. Что мне говорить? На что мне менять? Поэтому они и конченые, дорогие мои. Поэтому я их так и называю. Я же вижу их комментарии этих. Я читаю. Ну, сейчас в последнее время очень тяжело читать комментарии, потому что их огромное количество. В день по 2-3 тысячи комментариев. Но все равно YouTube мне подсвечивает комментарии, ну, на которые я не знаю, какими алгоритмами он пользуется, которые я не то что успеваю, я стараюсь их все читать. Вот я сажусь, у меня там час читки комментариев. И пошел читать.
А еще же не забудьте комментарии в Телеграме, которые прилетают, плюс новости и так далее. То есть я занимаюсь, вот, subscribe делаете, нажимаете, подписывайтесь, чтобы послушать одно и то же, дорогие. Но зато не переобуваюсь. Понятно? Для тебя, мразь, одно и то же, а для всех остальных это то, чего мы хотим добиться. То есть я буду как молоток бить в одно и то же место, как капля воды, и разрушать. Разрушать и разрушать, пока не добьюсь того, чего нужно. Подписываемся, мои дорогие, и, как обычно, я вас всех обнял.